Ну что, сколько, как говорится, веревочки не виться, а конец близок. Как я долго не откладывал вот это первое занятие, но оно неизбежно. Я, конечно, это понимал и всячески пытался как можно более тщательно подготовиться к этому первому уроку. Кстати, давайте сразу договоримся. Вот я долго думал, как это называть: урок, занятие, лекция. Давайте так, без лишнего пафоса. Я ни к чему тому, во всяком случае, то, что я делаю сейчас, со своим уровнем опыта и знаний, не хочу относить к одному из этих терминов, ибо это в полной мере не является тем самым уроком, занятием, лекцией. Давайте так, чтобы все расставить точки над «и». Хочу сказать, что я в большей степени себя сейчас оцениваю не столько как преподавателя, это так, и вообще было бы смешно об этом говорить, сколько прилежного ученика и студента, который готовится к какому-то определенному материалу, уроку, чтобы сдать его, чтобы успешно ответить, подготовиться, получить какие-то знания. Но ввиду того, что я не хочу это все оставлять внутри себя, я хочу этим всем поделиться. Ну, чуть подробнее об этом дальше, а давайте сейчас, собственно, я хочу несколько наговорить предложений для того, чтобы, может быть, вообще это все обрежу, и это все не попадет в запись, а может, я и оставлю. Меня зовут Евгений. Какое-то время я занимаюсь картами Таро и пытаюсь это все вывести на тот уровень, чтобы это можно было назвать профессиональным, либо чтобы это как минимум занимало значимую часть в моей жизни. Сейчас речь не идет о том, чтобы зарабатывать на этом деньги, либо достичь какой-то определенной высоты. Сказал так, как я это сейчас вижу, так, как я считаю нужным. То есть повторюсь, что я хочу, чтобы это занимало какую-то ведущую роль в моей жизни и, соответственно, посвящаю этому по возможности значительное количество времени и своих усилий, развиваясь в том, чтобы быть в этом лучше с течением какого-то времени. Что я еще хотел сказать, что, конечно, я понимаю, что неизбежно первый блин будет комом. Как бы я старался не подготовиться, как бы я не пытался в голове проиграть все какие-то возможные сценарии, что мне следует сказать, как сидеть, как выставить свет, и как это все пройдет, я понимаю, что это однозначно не будет так, как я хотел сделать изначально, и уж точно не так, как это выглядит в моем воображении, в моем представлении. Но, как сказал кто-то из мудрых и великих, самое трудное в любом деле – это, пожалуй, начать. Понимая это, я хочу начать так, чтобы дальше дело уже пошло легче, и с течением какого-то времени выйти даже, может быть, на какой-то регулярный уровень, если ничего мне не будет мешать и объективно, со стороны, какие-то внешние обстоятельства, все будет зависеть только сугубо от меня, то выйти на то, чтобы я мог подобные лекции, уроки делать с какой-то завидной регулярностью, несколько раз в неделю, и публиковать их уже для всеобщего обозрения. А параллельно я буду совмещать так, чтобы, во-первых, это не прямой эфир, я думаю, уже догадались. Во-вторых, естественно, что будет какой-то монтаж после этого. В итоге я буду монтировать так, чтобы вы могли видеть меня, слышать мой голос, даже если он будет закадровым, и параллельно, если это потребуется, то видеть изображение, то, которое вижу я на экране своего компьютера. Там есть какой-то подготовленный материал, это могут быть статьи с текстом, это могут быть какие-то фотографии, возможно, появится видеосюжет. В общем, все то, что потребует, кроме моей жестикуляции и слов, то, что потребует какого-то визуального ряда, я также буду включать для того, чтобы вы могли также это все видеть и вполне погружаться в тот материал, который мы будем с вами рассматривать. Итак, с чего все началось? С того, что какое-то время назад, вообще я должен сказать, что я не отношу себя к тем людям, которые любят собирать карты Таро, которые их коллекционируют, либо гадают больше одной, двумя, тремя колодами. И достаточно длительное время, в разрезе моей небольшой, совсем крохотной, даже не карьеры, а начинания, карьеры в кавычках, таролога,
я думал, что я буду все время пользоваться одной колодой Rider Waite, имеется в виду не одной единственной, но она будет Rider Waite, неважно, это одна будет, вторая, третья, либо десятая, но это будет Rider Waite, потому что в какой-то момент времени я считал, что этого инструмента будет вполне достаточно для того, чтобы можно было закрыть все вопросы, которые будут интересовать людей, и с помощью этих карт на эти самые вопросы можно будет ответить, докопавшись до истины. Но не все люди, которые меня окружают, считают подобным образом, как и я. И мне была подарена колода, выпущенная компанией Los Scarabeo, и она называется Гюстав Доре Таро. Колода на английском языке. В комплекте идет сама колода, небольшая книжечка, инструкция, которая по большому счету не отвечает на то, что изображено на каждой из карт. Она скорее дает какое-то краткое пояснение, что каждый из арканов может означать. Ну, в общем-то, как и любая другая инструкция подобного рода. Есть вот такая вот заглавная карта, бланка ее еще называют, если я не ошибаюсь. Есть еще одна такая же в виде какой-то закладочки, можно использовать для книги. Это больше как реклама компании Los Scarabeo, где есть ссылка на их Facebook, что там можно следить за их информацией. Ну и дальше, собственно, сама колода. Так вот, с чем я столкнулся? После того, как мне была подарена эта колода, конечно же, я с уважением отношусь к человеку, который мне ее подарил, и зная, что этот подарок не был подобран случайным образом. Это точно было сделано специально, намеренно, долго просматривалось, выбиралось конкретно под меня и для меня. То есть с прицелом, что-то мне может быть интересно и полезно. Поэтому, конечно, я с таким же вниманием и отнесся к этому подарку и к этой колоде. И просмотрев каждую из них, о чем вообще, собственно, идет речь, давайте я вам сразу покажу так, чтобы не на руках, я вам покажу эту колоду. Вот она вся выглядит на экране монитора, вы сейчас ее тоже можете видеть. И самое первое, что бросается в глаза, ну это очевидно, да? Колода черно-белая. Как понимаем, колода Таро, она сам по себе инструмент, он достаточно визуальный, интуитивно визуальный. И то, что изображено на карте, должно помогать тарологу отвечать на тот или иной вопрос. Давайте параллельно вам тут же покажу Таро Rider Waite. Оно выглядит вот так. Можно сравнить одну и вторую. То, что бросается в глаза, Таро Rider Waite, либо любые другие цветные колоды, которые построены по такому же принципу, сама по себе карта, то, как она сделана, в каком цветовом решении, она уже может давать подсказку тарологу, на что стоит обратить внимание, насколько эта карта может позитивная быть, либо негативная, и как в итоге отвечать на тот или иной вопрос. Поэтому мне вначале думалось, что я насколько смогу постичь эту колоду с легкостью, ибо я почему-то предполагал, что здесь все темы будут связаны с Новым или Ветхим Заветом, с Библией. Но это не произошло. С наскоком не получилось освоить эту колоду, не получилось понять, что там изображено как минимум, и я уже не говорю о том, чтобы полнее раскрыть смысл той или иной карты. И в итоге, сам того от себя не ожидая, меня затянуло настолько, что я стал подробнее рассматривать эту колоду, и в первую очередь, во вторую, как гадательный инструмент, а в первую очередь как инструмент познания того, что изображено на каждой из карт. Ибо я считаю, что вот эта дополнительная информация и понимание того, что изображено на карте, поможет мне, либо человеку, который будет этой колодой гадать, поможет отвечать на вопросы. Конечно, можно пользоваться знанием и пониманием того, что какая-то из карт означает в других традиционных колодах, у того же Уэйта, ну, например, возьмем там колесо фортуны. Мы прекрасно все с вами знаем, что эта колода, что эта карта может означать. Но также возникает другой вопрос, а что хотел
составитель колоды этим сказать, что хотела компания Лос Карабео. Я не думаю, что из всех возможных гравюр Дере были выбраны каким-то рандомным образом, случайно вот эти изображения и помещены. Явно же они были сделаны с каким-то прицелом. В общем, это все заставило меня полнее и глубже рассматривать эту колоду как гадательный инструмент и погрузиться в нее настолько, чтобы разобраться в каждой карте. Какова вообще цель моих лекций? Не буду лукавить, говоря о том, что я это делаю для вас, чтобы с вами поделиться необходимыми знаниями, чтобы раскрыть вам на что-то глаза. Это все вторично. На самом деле я это делаю в первую очередь для себя. И в какой-то момент времени я понял, что тот накопленный материал, который я еще не освоил, но собираюсь освоить, тот объем знаний, который мне предстоит пройти, будет достаточно интересным и большим для того, чтобы им можно было поделиться с другими. Да, потребуется несколько больше времени на то, чтобы не просто самому это освоить, но и презентовать это все в каком-то удобоваримом формате. Но все же я подумал, что это будет не в 2, не в 3 раза больше времени и затраченных усилий. Да, на какую-то первоначальную подготовку уйдет больше времени. Но каждый следующий урок будет даваться легче, проще, потому что это будет какая-то протоптная дорожка. И я подумал о том, что а почему бы и нет? Почему бы мне, не готовясь самому каждой из карт, не публиковать эти видео для того, чтобы другие также могли смотреть? Потому что, порыскав в интернете, что в англоязычных вариантах, что в русскоязычных, мною не было найдена какая-то более-менее подробная либо детальная презентация этих карт с тем, чтобы автор сказал, а что же изображено здесь, кто изображен, почему король мечей, вот он выглядит вот так, почему этот персонаж. Почему рыцарь жезлов, он выглядит вот так? И вообще откуда это? И кто это? Имеет ли какое-то значение предыстория, подтекст, имена, может быть, какие-то даты, либо события, которые связаны с тем, что изображено на карте? Или стоит просто пользоваться тем, что ты видишь человека на колеснице, рядом напарник на лошади, в руках у них копья? Да, можно и так трактовать карту и говорить о том, что по этой карте видно стремление, видно напор, видно движение вперед. Это явно не статичная карта. Рыцарь, причем жезлов, вот такой вот персонаж, который берет инициативу в свои руки и движется вперед. Но это все мы и так знаем по другим картам, по Уэйту. Мне хотелось понимать несколько больше, я уже об этом сказал. И столкнувшись с тем, что такой информации в интернете нет, она отсутствует на официальном сайте Лос Карабео. Это логично и понятно. Но она также отсутствует, хотя колода сравнительно новая, но не такая уж она и новая. Она не вышла месяц-два назад, либо полгода. Если мне память не изменяет, ей, наверное, уже больше года на момент записи данного видео. А информации, по большому счету, нет. Учитывая, что колода черно-белая, то пользоваться ею без знания, понимания подтекста сложно будет. Пользоваться ею как инструмент, который выглядит по Уэйту, интуитивно, понятно, визуально понятно, с какими-то яркими образами, цветными, пугающими, либо наоборот, там, какими-то вдохновляющими золотым фоном, тоже не получится. Хотя здесь на каждой карте есть свой персонаж или какое-то событие, но она по большому счету символична, в том смысле символична, там как будто бы изображена символика, как в древних средневековых колодах, когда младшие арканы, там, 7 мечей, это была просто цифра 7, и количество нарисованных мечей, и еще какие-то могли быть обозначения. И только таролог, исходя из приобретенных знаний, какого-то полученного опыта, он знал, что же за этой 7 мечей стоит, что это какая-то хитрость, что это могут быть какие-то там козни, какой-то продуманный план операции и так далее, и так далее. То есть вот по этой колоде выглядит все аналогичным образом. Просто взять карту, посмотреть на 2 мечей
и сказать, что она выглядит аналогичным образом, как по Уэйту, не получается. Визуально она совершенно другая. Кроме того, что здесь написано «два мяча», больше никакого сходства нет. Я все снова и снова повторяю, что вот эти все вещи заставили меня, в том числе, более детально и глубоко изучать эту колоду. Но и, конечно, уважение к человеку, чьи гравюры были использованы для того, чтобы оформить эту самую колоду. Вот здесь я бы хотел остановиться подробнее. Хотел бы, чтобы вот этот первый урок, эта первая лекция, она была в большей степени посвящена, в целом она будет такая вводная, понимание того, как будут выглядеть все дальнейшие лекции. Вот я сейчас говорю о том, для чего я это делаю, что меня к этому привело. Но и также хочу посвятить отдельно Гюставу Дере, отдельно его гению и все, что связано с его работой, для того, чтобы мы вот вначале на первом уроке могли глубже погрузиться в мир гравюр, в мир этого искусства, в мир этого человека. Мне кажется, это вполне нам поможет смотреть на каждую из этих карт как на отдельный вид искусства. Да, эта колода стоит немного денег. Я бы даже так сказал, она далека, вот взяв ее в руки, она далека от того, чтобы называться какой-то коллекционной, либо дорогой, необычной. Это об этом говорит и толщина картона, и то, как оформлена упаковка. В принципе, современный мир печатной продукции, полиграфии позволяет создавать куда более интересные и порой даже действительно шедевральные колоды. Но я хочу несколько этот миф и это уже, я думаю, заблуждение развеять, и, возможно, оно таки получится с течением времени. Я хочу, чтобы за каждым изображением на этой картонке вы воспринимали его не как картонку, как какой-то материальный кусочек, а как достаточно дорогое произведение искусства, в первую очередь созданное Гюставом Дере, а во вторую очередь как большой образ, который стоит за тем, что хотел изобразить Гюстав Дере. Потому что он, хоть и использовал свою фантазию, но она была чем-то навеяна, она была чем-то продиктована, либо библейским сюжетом, либо «Потерянным раем» Мильтона или книгами Франсуа Рабле. И вот я хочу, чтобы в итоге всех моих лекций и я сам, и вы, кто будет меня слушать, они каждую из этих карт воспринимали как незримый шедевр, созданный несколько сот лет назад автором, но еще ранее написанным кем-то, либо каким-то историческим событием, которое на самом деле происходило. И вот впитать весь этот огромный образ, который заложен в карте. Представьте на секундочку, что, предположим, там, через лет 50-100 ввиду какого-то развития человечества мы дойдем до такого уровня, что сможем, как минимум, гадая картами Таро, использовать какие-то визуальные образы. То есть нам не потребуется в буквальном смысле физическая какая-то картонка, а вот некий такой образ визуальный, который возникает в голове, в фантазии, и вот с его помощью можно будет отвечать на какие-то вопросы. Вот я хочу, чтобы за каждой из карт у вас появлялся такой вот образ визуальный. Это одна из целей, которую я хочу добиться, раскрывая каждую карту. Вторая цель. Я хочу себя, а заодно и вас, посвятить в мир тех книг, которые заслуживают самого пристального рассмотрения и внимания каждым человеком, который хочет развиваться духовно. Это и «Потерянный рай» Джона Мильтона, это сказки, как бы то ни казалось странным, Шарля Перро, на которых многие из нас выросли. Это Библия, это Гаргантюа и Пантагрюэль, это Ворон Алана Эдгара По. Это божественная комедия Данте и ряд остальных других книг, которые мне предстоит освоить,
Потому что к своему стыду и сожалению должен признаться, что в свое время, да и сейчас, я не особо любитель читать. И когда у меня была возможность и время читать, имеется в виду во взрослом детстве, я этого не делал. Судьба меня тыкнула носом, я за это ей благодарен. Я буду это делать. Мне предстоит прочесть все эти книги. Это не все, которые касаются этих карт. Это те, что я успел уже купить, либо те, которые у меня были. Сразу забегая наперед, могу сказать, что это хорошо, если вы тоже будете их параллельно читать вместе со мной. Но это не обязательно, потому что каждую из карт я планирую разбирать так глубоко, что это можно воспринимать действительно как лекцию, потому что там будет много контекста по каждой из карт. Если мы будем разбирать, предположим, какой-то библейский сюжет, то это будет какой-то контекст до этих событий и после. И плюс накидывание еще какой-то информации дополнительной. И я думаю, что это все будет зачитано в том случае, в том числе и во время этой лекции, для того, чтобы можно было такую лекцию воспринимать как аудиоурок и просто ее прослушивать. И в итоге, даже не читая ни одну из этих книг, вы получите достаточно мощный контекст по каждой из карт, в частности, и по каждой из книг в целом. То есть о чем Гаргантюа и Пантагрюэль, о чем в целом «Божественная комедия» или «Потерянный рай» Джона Мильтона. Да, почему именно колода, в принципе, я уже сказал, почему именно это, да, так вот получилось. Следующий момент, который я хотел бы разобрать, это для кого эти лекции. Конечно, для тех, кто занимается картами Таро, я думаю, что это будет интересно. И я также планирую сами эти лекции строить в том числе, какую-то часть отводить для сравнительной характеристики этой карты из этой колоды и параллельно колода Уэйта. Потому что Уэйт всем знаком, мне лично знакома символика, которая там изображена, и то значение, которое может по этим картам проигрываться, и как оно может выглядеть при гадании. Поэтому я буду делать в том числе и такое сравнение. Конечно, для тех, кто интересуется в целом гравюрами, кто интересуется Данте, кто интересуется всеми книгами, на основании которых Данте составлял свои гравюры, рисовал их, создавал. И в каком формате они будут проходить, я уже вскользь об этом сказал. Я планирую выпускать, если это все выйдет на какой-то регулярный уровень, я посмотрю, сколько мне будет уходить времени на подготовку к новой какой-то лекции. Планирую делать несколько выпусков в неделю. Все они будут проходить вот в таком формате длительного какого-то общения и достаточно детального рассмотрения одной карты. Одна лекция, одна карта. Здесь не получится собрать все четверки, либо все десятки, либо рыцарей придворного двора и вот по каждому из них коротенько пройтись. Я хочу каждой карте посвятить отдельную лекцию, отдельный выпуск, достаточно полномасштабно раскрыть ее с разных сторон, поглубиться в какой-то исторический контекст, посмотреть в сравнении, как эта карта выглядит и визуально, и насколько она может быть сопоставима как инструмент гадания с колодой Уэйта. Ну и в целом, почему так? Почему это не будет коротко? Потому что это все будет выглядеть... Конечно, я буду готовиться, но это также будет выглядеть в режиме таких моих собственных каких-то рассуждений, умозаключений на основании той информации, которую я читаю, озвучиваю вам, могу делать какие-то паузы, остановки, добавлять свои комментарии, свое видение относительно того или иного момента или аспекта. Что-то могу вспомнить, не имея большого опыта в картах Таро, но имея какой-то опыт смежный в других знаниях, в частности, там в Библии, могу накидать какого-то контекста вот оттуда.
В общем, все это сделано будет для того, чтобы как можно больше погрузить в вас какую-то одну конкретную карту, что даст в итоге вам максимально большое понимание, раскрытое понимание этой карты, контекста вокруг нее, и создаст у вас какой-то определенный образ, связанный с этой картой. И в итоге, если вы купите все-таки такую колоду и будете ею также гадать, пользоваться как гадательным инструментом, то, в общем-то, после просмотра полного цикла этих лекций, я не знаю, сколько уйдет на это времени, у вас будет полная информация о каждой из карт, что она может не то чтобы означать, да, я не буду давать, скорее всего, прямых значений, потому что у меня их не будет, я этой колодой не пользовался как гадательным инструментом. Не будет здесь практических значений, но здесь будет понимание того, что изображено и что данный персонаж может сделать в том или ином случае. То есть мы понимаем его характер, мы понимаем, кто он такой, да, вот если мы, условно говоря, о чем я говорю, вот мы возьмем, давайте, непонятная абсолютно карта, вот семерка мечей. На семерке мечей что мы видим? Мы видим темную фигуру, окруженную стаей воронов, мрачная карта, бегущие облака на небе, быстро бегущие, замок полуразрушенный, на горизонте виднеется заходящее не то солнце, не то восходящая луна, непонятно, потому что карта черно-белая. И надпись «7 мечей». Понимание контекста, кто это изображен, почему он бежит в припрыжку или он взлетает вообще, и что у него какой-то в руках костыль, что это может означать, какая-то падающая тень. В целом, каждая из карт, можно сказать, мрачная, потому что они все черно-белые. За редким исключением, когда художник он добавил много света, много какого-то объема, пространства и пустоты. Такая карта может восприниматься более воздушным образом, как вот в частности на карте «Шут». Но этого будет недостаточно. Поэтому каждая из карт, как я уже сказал, будет посвящено много времени, отдельный урок, который будет длиться долго. Ну, пожалуй, на этом все. Если мы говорим о каком-то вступлении, я сейчас хотел бы полнее уже перейти к биографии самого автора и вот начать с каких-то, может быть, несколько интересных фактов, которые не то чтобы они не общеизвестны, не общедоступны, а скорее для человека, который впервые знакомится с жизнью этого художника, они могут вообще показаться какими-то необычными и не вяжущимися с тем, что человек способен создавать вот такие вот вещи. Ну, например, в детстве Гюстав Дере притворялся больным, чтобы оставаться дома и рисовать. Сейчас дети остаются дома, чтобы играть в компьютерные игры, а тогда он оставался для того, чтобы рисовать, да. Он с детства любил рисовать, и это была, наверное, его тяга и талант, который вот он смог развить до профессионального уровня, сделав его и смыслом своей жизни, и пронести его через все свои года. К 15 годам у него уже была работа. Не подработка, а официальная работа в достаточно серьезном издании. Даже на сейчас это выглядит редкостью. Он был самоучкой. Посмотрите на вот эти гравюры. И подумайте о том, что человек, который создал их, был самоучкой. Художник за свою жизнь создал более 10 тысяч иллюстраций. Это очень много. Вот эта цифра меня несколько впечатлила в свое время, и я посмотрел, насколько же другие художники, которые создавали гравюры, сделали работ за свою жизнь. Альбрехт Дюрер, например, сложно его, конечно, сравнивать с Дере, потому что он родился на несколько сотен лет раньше, тогда было другое время, но он не создал и тысячи работ.
374, если мне память не изменяет. По разным источникам, конечно, информация будет разниться. Это гравюр на дереве, до 200 гравюр, созданных на металле. Но дело в том, что Дере, почему речь идет о таком большом количестве иллюстраций, он оказался, знаете, вот как если бы на сегодня вы был единственный, у кого есть цифровой фотоаппарат, и вы были бы на расхват в любом интернет-издании, в любом печатном издании, где бы то ни требовалась какая-то иллюстрация в дополнение к тексту, вы были бы на расхват. Вот представьте, что вы, еще примерно у 5 людей есть фотоаппарат, а у вас еще есть талант, и желание, и тяга, и вы просто любите фотографировать. Вы готовы создавать по 100 фотографий в день профессионального уровня. Вот нечто подобное случилось с Гюставом Дере, потому что он не то чтобы оказался в нужное время в нужном месте, он оказался и нужным человеком в нужную эпоху и в нужное время, когда для иллюстрации книг, для того, чтобы проиллюстрировать книгу, чтобы создать визуальный образ в книге, нужны были люди. Талантливые и способные создавать много, быстро и качественно. Вот эти все особенности он смог совместить в своем труде, потому так много работы. Конечно, он иллюстрировал Библию. Я бы даже так сказал, что, кстати, вот эта книга, Библия, пересказанная детям старшего возраста, это была первая Библия, которую я читал. Да, здесь имеются гравюры. К сожалению, это не гравюры Гюстава Дере, но, тем не менее, с детства у меня была возможность, читая вот такую вот детскую Библию, погружаться в визуальные образы. Я уже говорил в начале этой лекции, что я не любил абсолютно читать. Если бы сейчас здесь были мои родители, они бы тут же вспомнили одну из их любимых историй о том, как я все лето пытался прочитать книгу Даниэля Дефо «Робинзон Крузо», и так ее и не смог осилить. Тогда как вы знаете, что детям обычно задают целую стопку книг, я не любил читать, а все те книги, которые я читал, они должны были быть обязательно с картинками. Книга без картинки – деньги на ветер. Поэтому эта Библия мне понравилась еще тем, что здесь были яркие визуальные образы, которые помогали мне представить, как же Бог сотворял землю, или как тяжело было Иисусу Христу нести вот тот самый крест, или как выглядела Вавилонская башня. Любые скучные тексты, которые я не любил, они оживали с помощью гравюр. Поэтому, проиллюстрировав Библию, он сделал ее, в том числе ее. Я просто почему говорю о Библии, потому что считаю это одну из важнейших книг, ее одну из важнейших книг для человечества. Поэтому он ее приблизил к тем, кто хочет ее прочесть и понять, что там написано, и как-то по возможности применить это в своей жизни. Интересный такой момент, что он создал визуальный образ героя, который существовал до него уже 300 лет. Речь идет о Санчо Панса из Дон Кихота. Так вот, дело в том, что сама по себе книга была написана Сервантесом за несколько сотен лет до того, как родился наш автор Гюстав Дере. Но он смог создать настолько популярный визуальный образ, что в 1860-х годах что читатели книг, что художники и режиссеры, то есть как на сцене, так и в кино, находились под сильным влиянием идей внешнего вида персонажа. То есть получается, что вот он смог сделать настолько... Знаете, как порой бывает такое ощущение, что люди еще не знают, что им понравится, пока ты им это не предложишь. Вот Гюстав Дере смог предложить тот самый визуальный образ Дон Кихота, который настолько понравился, настолько он зашел, говоря современным языком, людям, что они просто влюбились заново в Сервантеса, заново влюбились в Дон Кихота и стали воспринимать его именно таким, как нарисовал Гюстав Дере. Позже Эдгар Аллан По поручил Дере проиллюстрировать его поэму «Ворон». Ходили слухи,
слухи, это, понятное дело, что неподтвержденная информация, что за этот заказ художник получил 30 тысяч франков. Конечно, сумма большая, вы это понимаете, сумма большая для человека, который жил в 1800-х годах, но для понимания масштаба и картины я не поленился и пробил индекс цен тогдашнего времени, высчитал инфляцию. Я не то чтобы математик, но сейчас существует ряд сайтов, которые помогают это сделать. Так вот, на сегодняшний день это получается порядка 15 миллионов евро на сегодня. Вот таким вот был востребованным художником. Это при том, что зарплата, скажем, плотника, понятное дело, что Дере не был плотником. Я просто привел в пример ту профессию, которая была востребована в то время и считалась достаточно оплачиваемой, хоть и не считалась интеллектуальной, но все же. Так вот, человек зарабатывал 3 франка в день. Он не имел ярко выраженного художественного почерка. Я думаю, что имеет смысл сказать, что Гюстав Дере, кроме самих гравюр черно-белых, он также писал картины и занимался скульптурой. Но что его картины, что его гравюры, что скульптуры, они не имели ярко выраженного художественного почерка. Это такая небольшая особенность, о которой, может быть, мало кто знает или упоминает, говоря об этом авторе. Нельзя его вот так сходу взять и отличить. Он не то чтобы кому-то подражал, но не было у него ярко какой-то особенности. Вот так вот. Еще он не был женат. Никогда. Одиночка и интроверт. Гюстав так и не нашел любви. Он прожил жизнь в богатстве и был чрезвычайно успешен, но его личная жизнь была крайне бедна. Также были предположения, что Гюстав Дере, предположение вот в то время, когда он жил, не сейчас, не после, в то время, когда он жил, что он дальтоник. Вы знаете, о чем это говорит? О том, что каким бы ты ни был белым, пушистым, незапятнанным, успешным, богатым, здоровым, как бы ты ни помогал другим, чем бы ты, в общем, ни занимался, всегда найдутся те люди, которые хотят найти какую-то червоточинку в тебе самом. И вот в том, что он создавал черно-белые гравюры, можно их было и цветными создавать, но он делал черно-белые. И исходя из того, что его живопись была несколько бледновата, особенно в каких-то оттенках, вот они предположили, что, наверное, он дальтоник. Вот так. Интересный факт. Он умер в возрасте 50 лет. Хотя он никоим образом не был голодающим художником и был достаточно богат, чтобы иметь собственный дом, да, он мог себе позволить это сделать. Я думаю, вы понимаете, с одного заказа получить доход, пусть он сильно преувеличен, и речь идет не о 15 миллионах евро по сегодняшним деньгам, предположим, 1 000 000 евро, но согласитесь, за эти деньги, это же не один заказ на всю его жизнь. Можно было позволить себе дом и куда более, чем один. Гюстав все еще жил дома со своими родителями, когда его отец умер в 1849 году. Когда его мать умерла несколько лет спустя, он потерял волю к жизни. Да, его мать была для него и близкой подругой. Смерть для него была слишком велика, и Гюстав отказался от своего искусства и любого интереса к жизни. Он начал работу над некоторыми иллюстрациями к пьесам Шекспира, но потерял всякую мотивацию и имел очень мало сил для работы. Он умер от сердечного приступа в возрасте 50 лет. И знаете, я, когда готовился к этой лекции, я хотел начать с того, чтобы вас сразить какими-то интересными фактами и написать что-то примерно такое. Он жил с мамой всю жизнь, не ходил на работу, не было жены, или там жил в мамином доме, не было жены, детей, не ходил на работу, в 50 лет умер. И эта жизнь выглядит скучной и промотанной впустую, если бы не тот факт, что этот человек создал более 10 тысяч великолепных гравюр и уже при жизни был достаточно богатым и обеспеченным человеком, успешным, востребованным, и очереди выстраивались за тем, чтобы
он нарисовал иллюстрации книги того или иного издательства. Его просили об этом, выстраивались в очередь, ждали, когда он освободится и сможет это сделать. С ним заключали выгодные контракты. Он работал очень много. Ну ладно, давайте, если мы уже будем говорить о биографии, то я хотел бы вас немножко больше погрузить, собственно, в саму биографию Гюстава и прочитать вам ряд фактов из его биографии. А затем нам еще стоит с вами чуть-чуть углубиться в то, как делается сама гравюра, потому что каждая из карт – это маленькая гравюра, либо ее часть. И для того, чтобы полнее оценить то, что сделано, я говорю, хочу напомнить, что это не просто кусочек картона, который компания Los Carabeo взяла и напечатала. Вот на каждом из этих кусочков бумаги изображена большая гравюра, на которой работал человек долгое время. И пусть это не будет прям шедевром мирового искусства, живописи, но все же достаточно значимая вещь, которая может нести как исторический контекст уже того времени для нас, спустя несколько сот лет, и еще больше смысла, который заложен в ней. Но все же, я об этом уже говорил, не хочу повторяться. Давайте перейдем к самой биографии. Поль Гюстав Дере родился 6 января 1832 года в Страсбурге. В декларации мэрии города от 9 января 1832 года значилось, что у Пьера Луи Христофора Дере родился сын, названный Луи Августом Гюставом. Вот, кстати, исходя из этого, я уже сталкивался с тем, что в разных источниках указывается разная дата рождения. Либо 6, либо 9 января. А вся штука в том, что 6 он родился, но запись о рождении была сделана 9 числа. Отсюда могут быть и разные данные. Отец Дере был инженером, строителем мостов. Он любил читать, и мальчик имел возможность просматривать иллюстрации. Это в значительной мере пробудило в нем влечение к рисованию. Очень рано Гюстав стал удивлять всех своими не детскими, почти профессиональными рисунками. Он начал рисовать в 4 года, а в 10-летнем возрасте выполнил иллюстрации к божественной комедии Данте. Стоит сказать, что, конечно, те иллюстрации, которые он выполнил в 10-летнем возрасте, не они вошли в те все известные гравюры, о которых мы сейчас знаем, которые иллюстрируют Данте, Божественную комедию, Рай, Ад, Чистилище, но он уже тогда, читая эту книгу 10 лет, или, может быть, кто-то ему читал, а может быть, и сам читал, но он точно об этом думал, фантазировал и изображал то, чего до него не особо кто-то хотел изобразить, а если изображал, то не так успешно. В 1841 году семья перебирается в Бур. Это городок, окруженный богатой природой. Позднее художник напишет: «Эти зрелища были одними из первых моих живых впечатлений. Они явились теми сильнейшими импульсами, которые образовали мой вкус». Вот здесь я хотел бы сделать какой-то небольшой комментарий, потому что я вспоминаю, это, конечно, было не по поводу того места, где жил Гюстав Дере, это было по поводу Рима, если мне память не изменяет. В Италии, я думаю, много таких городов, которые, подобны Риму, несут историческую ценность, где прямо посреди города, как общественное достояние, могут быть статуи известных скульпторов, могут быть строения известных архитекторов, храмы, соборы с теми же фресками известных художников, живописцев. Так вот, живя во всем этом, созерцая это каждый день, имея возможность прикасаться к прекрасному, это все оставляет на человека неизгладимое впечатление. Он как будто бы растет несколько в другом мире. Сложно вырасти тебе каким-то неполноценным, возможно, не спорю, но сложнее. Если ты растешь не в африканских трущобах, а вот в таком городе. Вот как раз об этом и сказал Гюстав Дере, что вот та природа и то окружение городка Бур, в которое они перебрались с мамой, и произвело на него еще с детства неизгладимое впечатление.
и развивала в нем вот эту самую творческую натуру художника. В 1847 году Дере вместе с матерью снова переезжает. На этот раз в Париж, где Гюстав определяют в лицей Шарлемань. Здесь он получает хорошее образование, здесь же он обретает друзей, впоследствии ставших известными людьми. Едва поселившись в столице, Гюстав отправляется к главному редактору «Журналь пур рир» Филиппону с серией рисунков «Подвиги Геркулеса». Филиппон принимает его в число сотрудников с окладом 5000 франков в год. Помните, когда я в начале об интересных фактах говорил про Дере и шла речь о том, что по каким-то непроверенным слухам за только одну работу над серией гравюр к поэме «Ворон» ему заплатили 30 000 франков, за одну только работу. А здесь его 15-летнего приняли с окладом в 5000 франков в год. Вот с чего начиналась карьера Гюстава Дере. 5000 франков в год, это получается около 13 франков в день. Если помните, я говорил о том, что плотник зарабатывал тогда около 3 франков в день, а он уже зарабатывал 13 франков в день. Но все равно это несравнимая сумма за один заказ получить. Пусть там очень сильно преувеличена сумма, и там было не 30, а, предположим, 10 000 франков за один заказ. А здесь 5000 франков в год. Понимаем, да, что ценность художника, востребованность даже, я бы сказал, художника выросла за десятилетия в разы. Не получив специального художественного образования, Густав много времени проводил в залах Лувра, изучая картины старых мастеров, а также часто работал в Национальной библиотеке, где подолгу рассматривал старые гравюры. Да, здесь о чем идет речь, что если ты не получил какое-то специальное образование и даже обладая талантом, этого будет недостаточно. Тебе надо будет заниматься самообучением, тебе нужно будет постигать знания. Другое дело, что тебе это хочется, это твое хобби, которое параллельно стало твоей работой, ты можешь на этом зарабатывать деньги, но никто не отменяет роста над самим собой. Вот здесь, кстати, вспоминаю пословицу из Библии, она звучит несколько сейчас косноязычным, несовременным языком. По памяти, по-моему, это так. «Видал ли ты человека, проворного в деле своем? Он не будет стоять перед простыми, он будет стоять перед царями». Вот то же самое, можно сказать, произошло с Гюставом Дере. Проворный человек в деле своем, мы понимаем, да, что человек, который искусен в том, чем он занимается. И неважно, какое у него образование, и неважно, как он выглядит, с какой он семьи и какого происхождения. Если он проворен в деле своем, то есть если он лучший среди других, то он не будет стоять перед простыми, он будет стоять перед царями. Яркий пример того – Гюстав Дере. Большое событие в жизни молодого художника произошло в конце 1847 года, когда Обер издал альбом его литографий «Подвиги Геркулеса». В предисловии он написал: «Подвиги Геркулеса задуманы, выполнены и литографированы художником 15 лет, который научился рисовать без учителя и классических студий. Мы решили сообщить об этом не только с целью вызвать особый интерес публики к работам юного мастера, но также отметить начало пути господина Дере, который, мы верим в это, достигнет удивительных высот в искусстве». Да, вот идет речь как раз о том, что он приходит в эту самую газету, как ее там, «Журналь пур рир», и показывает те заготовки работ, которые у него же есть, в частности, иллюстрации подвига Геркулеса. И это были только какие-то часть работ, его берут на работу с окладом 5000 франков в год, он начинает работать над этим, и в итоге само издательство настолько впечатлено талантом юного художника, что решила опубликовать вот такую рецензию. С одной стороны, конечно, привлечь побольше покупателей, 15-летний художник, на секундочку, да, сам все придумал и реализовал. С другой стороны, подчеркнуть исключительный талант
который раскроется в полной мере в будущем и сделает из обычного, пока никому неизвестного мальчика настоящую звезду того времени, что, собственно, и произошло. В 16 лет Гюстав оказался в гуще бурных событий февральской революции 1848 года. Дере был тогда в том возрасте, когда такие грандиозные события оказывают глубокое воздействие на впечатлительную натуру, пишет биограф художника Рузвельт. Он изучал эти пульсирующие массы народа и в своем воображении превращал их в грандиозные картины. Днем и ночью он был на улицах Парижа, молчаливо следя за каждым эпизодом борьбы. Гюстав становится самым молодым участником салона 1848 года с сериями рисунков «Новый Велизарий», «Союз Сила» и «Сцена из жизни пьяниц». С той поры Дере почти ежегодно участвует в выставках салона, экспонируя как живописные, скульптурные, так и графические произведения. В 1852 году Дере неожиданно порывает с журналом, чтобы посвятить себя иллюстрации. Он начинает со скромной работы над оформлением небольших и дешевых популярных изданий. Художник пытливо ищет свой путь уже в иллюстрациях к Гаргантюа и Пантагрюэлю. Дере показывает себя художником могучего воображения, умело облекающего породившую его мысль в форму конкретного образа. Написано несколько витиевато, можно было просто сказать о том, что он уходит из журнала и решил, так сказать, посвятить себя больше творчеству. Ну, такому творчеству конкретному, не просто писать картины, либо создавать гравюры и вешать их на каких-то выставках того же ежегодного салона, который проводился. Нет, это какие-то конкретные гравюры, конкретные, да, это понятно, что конкретное. Имею в виду конкретным книгам художественным, которые раскрывают вполне тот или иной образ. Вот что, собственно, и случается с Гаргантюа и Пантагрюэль. Его никто еще не нанимает, он просто берет и создает эти гравюры. Вот ему захотелось, без того, чтобы за это кто-то-либо платил. Образы, созданные Дере, народны по своей сути. Гаргантюа и Пантагрюэль в иллюстрациях Дере воспринимаются как полноправные участники народной жизни. Они естественно вписываются в толпу людей, интерьеры, природу, и все это в соответствии с народным пониманием героев как реальных людей. Гениальные иллюстрации Дере к Гаргантюа и Пантагрюэлю явились началом нового типа иллюстрированной книги, где рисунки неразрывно сливаются с текстом и свободно чередуются большие и маленькие изображения. Здесь была найдена счастливая гармония между литературной и иллюстрированной частью. При этом художник, не отказывая себе в праве на творческий вымысел, стремится передать неповторимые особенности образного строя произведения. Происходит то, о чем я и говорил в начале. Вместо того, чтобы создать просто отдельный вид искусства, гравюру, большую либо маленькую, которая, да, она бы могла иллюстрировать, пусть даже события из какой-то книги, либо исторические события, но нет, он хочет стать частью книги. Он создает такой формат гравюр, которые прямо вписываются в книгу. Это какие-то могут быть маленькие гравюры, которые либо знаменуют начало новой главы, либо ее окончание. Среди текста это могут быть вставки портрета героя, о котором идет речь в повествовании, или каких-то небольших событий. В общем, любые какие-то дополнительные вещи. Знаете, такое своего рода получается на каждой страничке своего рода коллаж, когда ты читаешь текст и тут же получаешь изображение. Это не полноценная большая гравюра, это гравюра, интегрированная прямо в печатный текст. Выглядит и сейчас информативно, а 150-200 лет назад это вообще, мне кажется, был верх просто того, о чем могли мечтать любые издательства. В том числе, поэтому он и был таким востребованным. 1854 год для Дере явился не только плодотворным, но и решающим. В этом году появляется альбом литографии Дере «Парижский зверинец». Великолепные листы с их свободной, самостоятельной переработкой полученных впечатлений от Дамье обнаруживают единственно присущую уже тогдашнему Дере способность патетического искажения жеста, костюма и ландшафта, которая, собственно, не столько придает этим листам забавный характер, сколько вносит в них оттенок призрачности.
юноша уже созрел для восприятия решающего явления, уготованного ему современностью. Честно говоря, текст настолько замысловатый и настолько витиевато написан, что кроме того, что Дамье говорит о том, что Дере перерос какой-то свой юношеский период и начинает раскрывать потенциал больше, вот я ничего не понял. И то, что он ему поет хвалебные оды. В общем, 1854 год становится решающим, Дере выходит на какую-то новую ступень, на какую читаем дальше. В 1855 году художник заканчивает рисунки козырным рассказом Бальзака. Образы, созданные Дере, убедительно раскрывают характеры, темпераменты и нравы героев. Любвеобилие, хитрость, подозрительность, ханжество, добродушие, чревоугодие, фанатическую иступленность и веселость нрава. Современники не верили, что рисунки козырным рассказом были выполнены молодым человеком, живущим в Париже и проводящим время среди богемы на улице Мучеников. Кстати, в этой колоде также имеются те карты, на которых изображены герои из озорных рассказов Бальзака, нарисованных Гюставом Дере. Поэтому, да, Бальзак мы тоже будем читать, да, мы тоже будем посвящены с вами в этих 30 озорных рассказов. Мне их предстоит прочесть все. Конечно, не все буду озвучивать только те, которые касаются конкретно карт, но общее какое-то впечатление я вам об этих рассказах оставлю. Ну и более конкретное по каждой из карт, в общем, как договаривались. С осени того же года, то есть 1855-го, Дере приступил к изучению Данте для создания иллюстраций к Божественной комедии. Грандиозные гравюры художника к Аду появились в 1861 году. Чистилище и рай были выполнены на 8 лет позже, то есть в 1869. Теофиль Готье писал в газете «Монитор» в 1861 году: «Нет другого такого художника, который лучше, чем Гюстав Дере, смог бы проиллюстрировать Данте». Помимо таланта и композиции, в рисунке он обладает тем визионерским взглядом, который присущ поэтам, знающим секреты природы. Его удивительный карандаш заставляет облака принимать неясные формы, воды сверкать мрачным стальным блеском, а горы принимать разнообразные лики. Художник создает атмосферу ада, подземные горы и пейзажи, хмурое небо, где никогда нет солнца. Этот неземной климат он передает с потрясающей убедительностью. Несомненно, значительный шаг вперед в развитии героически патетической стороны дарования художника и вместе с тем часто поражающее нас умение приспособиться к большому формату. Эффектная композиция и в то же время подлинная способность к внутреннему видению пространства и ландшафта порой сливаются здесь воедино, произведя необыкновенно сильные впечатления. Забегая наперед, скажу, что несмотря на то, что Божественная комедия, состоящая из 3 книг, написанных Данте за много сот лет до рождения Дере, содержит много страниц и много гравюр самого Дере, но в данной колоде их не такое большое количество, к сожалению, не такое большое. Стоило бы, конечно, эту колоду расширить, может быть, сделать какой-то специальный оракул, сделать, может быть, не 78 традиционных карт, а больше, потому что, знаете как, тема не раскрыта, я бы так сказал, в данном случае, по Божественной комедии Данте, потому что там намного больше содержится тех гравюр, которые хотелось бы показать. И уже тогда, при жизни художника, все, конечно, восторженно отзывались о том, как он смог изобразить то, что в свое время написал Данте. Одно дело, когда человек читает, и у него возникает какой-то мыслеобраз относительно прочитанного. А другое дело, что появляется человек, который смог создать образ на гравюре, который стал не то что знакомым, он стал родным, да? Он стал тем, о чем все и думали. Вот Данте написал, и когда ты это читаешь, ты понимаешь, что это как продолжение твоих собственных мыслей относительно там, какой-то части из Библии, например, или какого-то видения твоего. Я не говорю о главной идее. А Дере смог проиллюстрировать то, о чем написал Данте. Вот об этом как раз и говорят современники Дере.
В 1860-х годах деревянная гравюра начала приобретать популярность у публики, которая вскоре превратилась в манию. Каждый автор, который писал книгу, хотел, чтобы Даре иллюстрировал ее. Каждый издатель, который публиковал книгу, стремился выпустить с иллюстрациями Даре. По сообщению друга и биографа художника, количество рисунков Даре достигло к маю 1862 года 44 тысяч. Помните, вначале мы говорили о 10 тысяч, но понятное дело, что мне раньше попадалась цифра и под 100 тысяч всего созданных гравюр за всю жизнь Даре. Но, конечно, речь идет о не столь значимых гравюрах, какие он создал для Гаргантюа и Пантагрюэль, либо которые он создал для крестовых походов, либо для той же Библии. То есть был ряд других небольших публикаций, изданий, переизданий, какие-то рекламные афиши, газеты, которые могли себе в какой-то момент времени позволить заказать у Густава Даре работу, либо целую серию работ. Но художник был, на самом деле, как мы видим с вами, очень трудолюбивым, плодовитым и на расхват. Приставка Даре в издательстве, в издании книги автоматически добавляла цену той самой книги и позволяла продаться ей быстрее, лучше, а порой даже заведомо прогнозируемым, что ли, успехом, либо даже значительно превышая ожидаемый успех. Особенно, когда он был на пике своей популярности и когда еще не был, может быть, таким раскрученным. В общем, когда эффект от покупки, он превосходил ожидания от самой покупки. Даре обычно делил свой рабочий день на 3 части. Утро посвящалось графике, полуденные часы – живописи, вечера – снова графике. Друг художника, живописец Бурделей, так описывает его метод работы. И я видел, как Гюстав заработал 10 тысяч франков за одно утро. Перед ним находилось около 20 досок. Он переходил от одной к другой, набрасывал рисунок с быстротой и уверенностью, которые изумляли. За одно утро он сделал 20 великолепных рисунков. Затем он со смехом отбросил карандаш в сторону, вскинул голову особым образом и сказал мне весело: «Неплохая утренняя зарядка, мой друг. Этого достаточно, чтобы прокормить семью в течение года. Ты не думаешь, что я заслужил хороший завтрак? Клянусь, я голоден как раз на эту сумму». Еще одно подтверждение со слов друга, который видел воочию, как работает Гюстав Даре, когда он был вдохновен, когда он был на пике своей популярности и работоспособности, он мог за одно утро создать 20 великолепных литографий и тем самым заработать 10 тысяч франков. Если вы помните, в 15 лет, когда он нанимался на работу с окладом в 5 тысяч франков за год, а здесь за одно утро человек зарабатывает 10 тысяч франков. Зарабатывает не в 2 раза больше, нет. Он зарабатывает, сложно с математикой, более чем в 365, в 700 с чем-то раз больше, чем он зарабатывал на пике своей карьеры, в начале своей карьеры. В 1862 году Даре создает иллюстрации к сказкам Шарля Перро. Сент-Бев, получив это издание, Даре назвал его «подарком для короля». Блестящий критик Поль де Сен-Виктор увидел в сказках Перро наивный и заманчивый маскарад. Кажется, что видишь Оберона в костюме маркиза, прогуливающегося с Титанией в воздушном портшезе в сопровождении Ариаля и Пека, переодетых пажами. Шедевры импровизации, выдумки, остроумия и рисунки для приключения барона Мюнхгаузена Эрих Роспе в 1863 году появился большой цикл гравюр Даре к Дон Кихоту Сервантеса. Можно смело сказать, что эти иллюстрации до сих пор остаются непревзойденными. Так это и есть, потому что когда ты ищешь книги
того же Дон Кихота, и отдельной строчки прописываются, если там есть иллюстрации Гюстава Дере. Об этом прям вот на первой, на второй страничке, когда речь идет об издательстве, год издательства, и вот там с иллюстрациями Дере, это вот как... Это и тогда считалось, не то чтобы шиком каким-то, а это ставилось в один разряд с авторством самой работы. То есть писался рядом автор Сервантес и с иллюстрациями Гюстава Дере. Это воспринималось как дополнительная фишка и плюс к тому, чтобы купить эту книгу, чтобы читать ее и вникать в нее. Вникать не только в текст, но в сами изображения, которые можно было изучать, не побоюсь этого слова, часами. Обращаясь к Ветхому Завету, он даст его в плане древнего космизма, стремясь передать грандиозные процессы, переживаемые человечеством на заре цивилизации. Все в этих листах предельно грандиозно и космично. Вздыбленные скалы, бескрайние долины, бездонные ущелья, чудовищные деревья, несметные человеческие потоки, яркие вспышки света, прорезающие ночную мглу, подавляющая своими масштабами архитектура древних храмов и дворцов. Вот почему фон, атмосфера является здесь главным, определяющим моментом. Иллюстрируя Новый Завет, Дере более академичен и суховат, несколько скован и сдерживает свою фантазию, хотя в отдельных листах, например, в Апокалипсисе, дает полную волю своему воображению. Вот так говорят о Ветхом и Новом Завете, несколько сравнивая их друг с другом и говоря о том, что есть отличия, что там в Ветхом Завете имеется в виду больше показано масштаба, больше показано атмосферы, более какой-то глубина кадра, что ли. И с этим я должен согласиться, потому что большинство гравюр, которые я видел Ветхого Завета, они действительно такие более масштабные, они содержат большее количество людей, показывают больше какой-то масштаб по линии горизонта, тогда как Новый Завет, он больше ситуативный, он группа людей. Вот там Иисус молится в Вифлеемском саду, а вот здесь, например, Тайная вечеря, а вот здесь там он с крестом, да, и это все такие какие-то гравюры, которые показывают события вблизи, то есть ты как будто бы становишься их участником, ты находишься непосредственно здесь. И я бы не хочу сказать, что это, по-разному воспринимается, но в смысле то лучше, а то хуже. Это дает возможность быть непосредственным участником в Ветхом Завете. То есть ты находишься так близко к тем людям, что ощущается, как будто бы ты находишься в самой гуще происходящих событий. В большинстве гравюр так. То есть это 80% увиденных мною гравюр выглядит именно так, в отличие от Ветхого Завета, где ты наблюдаешь со стороны, как будто бы издалека. Не знаю, было ли это специально сделано Гюставом, либо со временем его стилистика видоизменилась, и он Новый Завет иллюстрировал именно в такой манере. Прибывшего в середине 60-х годов в Лондон, Дере ждал восторженный прием. Принц и принцесса Уэльские пригласили его на обед, где он был представлен королеве Англии. Жизнь художника складывается вполне благополучно. В гости к художнику приезжают такие знаменитости, как Гуно, Мейербер, Оффенбах, Эжен Сю, Александр Дюма, Гюго, Полина Виардо, Аделина Пати, Ференс Лист. Не знаю, все ли имена и фамилии я прочитал верно, но должен признаться, что кроме Александра Дюма я там больше никого и не знаю. Вот такой я человек. Живите с этим. Биографы художника отмечают, что с 1860 по 1870 год Дере уделял много времени живописи, и что в течение этого периода, то есть за этих 10 лет, он легко преодолел все технические трудности масляной живописи. В 60-е, начале 70-х появляются огромные полотна. Но давайте мы об этом читать не будем, потому что это все-таки больше касается живописи Гюстава Дере, нежели его гравюр. А у нас есть еще о чем поговорить, а времени я вижу и так у нас уже натикало немало. В 1871 году художник создает блестящий цикл карикатур «Версаль и Париж»,
где в острых и удивительно верных схваченных типажах весьма лаконично дал характеристику депутатам Национального собрания 1871 года. Собрание политических вампиров, национального позора и катастрофы. Далее Дере создает многочисленные рисунки к двум фолиантам, рассказывающим о жизни Лондона и Испании. В этих рисунках он добивается большой выразительности, цельности, отражая социально-политическую жизнь и достигает небывалых высот. «Смотреть на мир как Бальзак» было излюбленной фразой и девизом Дере. В иллюстрациях, рисующих жизнь столицы Старой Англии и своеобразный быт Испании, запечатлено художником решительно все, вплоть до самых потаенных уголков городов и дальних сел. Быт показан во всей своей полноте, значительно раскрыт и характер народа. И должен сказать, что когда Дере был в Лондоне и совместно со своим другом Джеральдом они выпустили издание, которое называется «Лондон. Паломничество», где художник показал Лондон изнутри со всеми его прелестями и показал, так сказать, какую-то, может быть, скрытую, не совсем приглядную часть Лондона, то должен сказать, что появились критики, конечно, которые набежали и раскритиковали, и рассказали не о том, что нельзя было это показывать, да, они нашли за что критиковать, но мы понимаем, что он показывал не Тауэрский мост и не Вестминстерское аббатство и не Королевский двор, поэтому критиковали. Но сами гравюры тогда они были восприняты не совсем дружелюбно. Сейчас для нас и для самих лондонцев они носят как раз историческую ценность, и я думаю, они рады тому, что остался такой след в истории благодаря Густаву Дере. В этой связи можно привести рассказ Джеральда. Когда мы посетили Ньюгейт, он попросил тюремщика, сопровождающего нас, оставить его на несколько минут у окна, через которое был виден двор с бродящими по кругу заключенными. Когда мы вернулись, то увидели, что он не рисовал, но глаза его вбирали каждую деталь сцены. «Я скажу вам», — обратился Дере к тюремщику, «что представляет каждый из этих людей». И он указал на вора, подделывателя документов, грабителя с большой дороги, взломщика. Тюремщик был изумлен, ибо художник точно определил профессию каждого из его подопечных. И я должен сказать, что это очень интересный факт и деталь из биографии Дере. Она вот такая маленькая, какая-то неброская, незначительная. На самом деле я не искал в интернете, есть ли какой-то фильм, снятый о жизни Гюстава Дере. Но мне кажется, должны быть истинные собиратели фактов из его жизни, истории, потому что она не раскрыта. Великий человек того времени, невероятно богатый и состоятельный, который заработал это самое состояние благодаря своему упорному труду и таланту, при этом проживший всю жизнь с мамой, при этом потерявший смысл жизни, когда умерла мама, при этом не имевший жены, вообще какой он был ориентации, традиционной или нет в таком случае. И вот такие какие-то интересные факты, которые говорят о том, что он был очень наблюдательным, что, ну, конечно, каждый художник наблюдательный, но вот так вот за какое-то время, за каких-то полчаса, час, пусть даже 3 часа определить, кто из заключенных, в кавычках, какой обладал профессией, ну, согласитесь, на это способен не каждый психолог даже. Хотя он и рисовал людей, в большей степени в своих гравюрах создавал, основываясь, опять же, на книгах. Но вот такие вот моменты, они как вспышки какие-то, что-то недосказанного, чего-то скрытого в его биографии. И при этом он не выглядит какой-то, знаете, такой персоной, которая бы вела затворнический образ жизни, от всех оградилась. И в конце концов он не жил 1000 лет назад. Это было совершенно недавно. Там раз, два и 3 каких-то поколения. Там ваша, условно говоря, прабабушка могла бы, живя в одном и том же месте с Гюставом, видеться с ним в одних и тех же заведениях. Вот примерно так это было, недавно, да. И при этом такие пробелы в его биографии.
Пробелы в каком смысле? Еще раз повторюсь. Не скажу, что я сделал прям глубокий поиск и анализ, но я читал не только сайты, которые написаны на русском языке, но также переводил с французского и английского языка, пытаясь выцепить какие-то интересные факты, которые не попадаются в биографии на русском языке. И ничего там такого я не нашел, чтобы это было как-то интересно написано. А мне кажется, что его жизнь, она заслуживает того, чтобы снять прям интересный фильм. А может быть, даже и сериал на Netflix. Было бы прикольно снять жизнь художника, который за одно утро способен нарисовать 20 литографий, создать 20 литографий, заработать двухлетний заработок среднестатистического работника, художника. Да. И при этом вот такая у него жизнь. Вроде, с одной стороны, он был безумно влюблен в свою работу, и она была всем для него, но с другой стороны, почему, когда уходит из жизни его мама, он теряет всякий интерес к своей работе и уходит вслед за ней? Почему? Что, такая любовь к маме? Ну, не знаю. Хорошо, если такая любовь к маме, то что, она его так вдохновляла на его работы? Тогда почему о ней ничего не известно и не сказано? Если она была прям настолько музой для него, которая создавала... Да, там сказано вскользь, она была его подругой, но чтобы она прям так сильно влияла на его быт, на его существование, что он не мог без нее ни жить, ни творить, вообще непонятно. Вот по всему видно, что великий человек, человек, который оказался в нужное время, в нужном месте, с нужным талантом, который был необычайно плодовитым, трудолюбивым, который выжил не только за счет своего таланта, но и за счет постоянного усердного труда, он зарабатывал намного больше денег, чем требовалось не только ему, но и его двум братьям, и маме, и вообще всем, кто мог бы быть рядом с ним. Не в деньгах речь, почему он продолжал это делать, почему он в какой-то момент, зарабатывая достаточно много денег, не сказал «хватит» и полностью удариться в живопись. Да, там речь идет о 10 годах, когда эти 10 лет с 1860 по 70-е годы он больше посвящал себя живописи. И у него есть на самом деле очень интересные работы, которые, я, к своему сожалению, не могу себя отнести не то что даже к ценителям, а никому не могу отнести себя в разрезе оценивания искусства. Но то, что я видел, выглядит потрясающе. Конечно, я бы хотел, чтобы у меня висела подобная картина, пусть даже репродукция или какая-то максимально точная копия, потому что что-то в них и есть. Но почему он продолжал делать то, что он делал? Почему он продолжал делать иллюстрации для книг, печатных изданий? Неужели дело в деньгах? Почему он не мог делать гравюры, как Альберт Дюрер, когда он мог бы создавать гравюру по принципу какого-то шедевра? Вот просто сделать там 100 величайших гравюр, которую он бы вырезал, отрисовывал на камне в течение года, например, да, и потом с нее снимать какое-то количество копий. Не делал. Значит, что, его так увлекала социальная жизнь? Он настолько хотел быть вот, в центре Парижа. Почему не переехал на свою историческую родину в Страсбург, либо почему не вернулся в тот городок маленький, как он там называется? Бур. Почему он туда не переехал, где была великолепная природа, которая так сильно на него повлияла? Чтобы он убежал от всей этой суеты и светской жизни? Нет. Значит, ему это было по кайфу, значит, ему это нравилось. В общем, вот такие вот какие-то несостыковки, такие моменты, которые ты просто как будто бы пытаешься читать между строк. Но об этом прямо никто не написал. Об этом нигде напрямую не сказано. Неужели не было никаких тайных связей, интрижек, каких-то романов, встреч, хоть что-нибудь? А если не было ничего такого, ни одного, ни единого случая, то почему даже современники столь великого человека не докопались до сути, а почему, в общем, то и не было? Что? Это было, повторюсь, 500 тысяч лет назад? Нет, тогда были журналисты уже, тогда были газеты, всем это было интересно. Величайший Гюстав Доре. Очередь выстраивалась за тем, чтобы он нарисовал для того или иного издания серию работ,
Конечно, должна была быть интересна его жизнь, но об этом ничего нигде нет. Не всплывает, неизвестно. Что он смог подчистить после себя хвосты? Сомневаюсь. Но одновременно о нем как бы известно все. Но ровно настолько, как я говорил в начале, или там в какой-то момент. Родился, прожил 50 лет, жил всю жизнь со своей мамой, женат не был, на работу не ходил. Занимался тем, что делал какие-то картинки. Вот примерно так можно было бы о нем сказать. Совершенно скучная биография, которую можно было бы составить об обычном человеке. Но это, на сегодня это был бы герой соцсетей. Это был бы человек, который постоянно у всех на слуху. Мне кажется, он должен был быть в меру эпатажным, каким-то вот необычным, экстраординарным, с таким мышлением, с такой фантазией и видением происходящего. Явно, что те книги, которые он иллюстрировал, он читал еще в детстве. Если он проиллюстрировал божественную комедию Данте в 10 лет, понятно, что только потом в 1860-х годах он сделал это уже на профессиональном уровне, но уже тогда он знал, что он будет рисовать в свои 10 лет, а не в 40. Вот так. Умер он 23 января 1883 года. Если мне память не изменяет, не то 2, не то 3 года после смерти своей мамы. Он успел создать только иллюстрации к неистовому Орландо. Это Лудовико Ариоста, тоже один из величайших и у нас недооцененных писателей. Но с чьими работами мне и вам предстоит познакомиться, потому что, да, мне придется читать неистового Орландо или Роланда. Не буду сейчас рассказывать, почему то Орланд, то Роланд. Не в этом речь, не в этом дело, не об этом речь, не в этом дело. В общем, очень интересный человек, много несостыковок в его биографии, впечатляет вот все, что о нем известно, и впечатляет, почему о нем известно так мало, о его личной жизни. Ведь это не тот художник, который создал шедевры, а потом стал знаменит после своей смерти. Нет, это человек, который приобрел бешеную популярность в лучшие годы своей жизни. Он-то и умер, в общем-то, молодым, 50 лет. В 30, в 40 лет человек был на пике популярности. Очередь выстраивалась за тем, чтобы он работал с каким-то из издательств. Но еще о чем следует обязательно поговорить, это, собственно, о самих гравюрах. Несмотря на то, что я с детства знаком понаслышке, как делается гравюра, но даже для меня было полезным узнать с точки зрения углубленного процесса, как это делается, как это выглядит, и узнал для себя новые интересные факты. И, конечно же, нам для того, чтобы понять, как каждая эта картинка создавалась, имеет смысл немножко тоже погрузиться в гравюры. Я их разделил, не я разделил, точнее, они и так существуют в 3 видах. Литография, афорт и ксилография. Везде есть какой-то присутствует материал исходный, на котором создается орнамент. Это я сейчас в 2 словах вам пишу, в общем-то, как создается гравюра. Что такое гравюра? Имеется в виду лист бумаги, на котором напечатано изображение. Предположим, что это та самая Библия, у нас этот лист напечатан сразу с гравюрой. И эта гравюра, точнее, это и есть уже гравюра. Или она бы так могла выглядеть 150-200 лет назад, когда не было тех самых типографских станков, а были те станки, на которых печатались такого рода книги. Так вот, литография
Это гравюра, где исходной доской является кусок камня. Афорт исходным материалом является кусок металла, а ксилография – это кусок материала, кусок деревяшки. Они отличаются по способу печати. Высокая печать, глубокая печать и плоская печать. Это также относится к каждому из этих видов гравюр. Отойдя чуть-чуть в сторону, должен сказать, что литография не совсем считается традиционной гравюрой. И литография является плоской печатью. То есть визуально поверхность камня, она не имеет большого перепада по высоте, не имеет каких-то углублений. Точнее, она не имеет, в принципе, перепада по высоте. Это больше физико-химический процесс. А вот афорт и ксилография – это прямо вот в металле. Представьте себе монетку, да, вот монетка вполне могла бы, хоть она и отчеканена, выдавлена, но суть это не меняет. Вот монетка визуально вполне могла бы соответствовать афорту. То есть поверхность металла становится рельефной, фактурной. И поверхность древесины. Представьте себе ту же самую деревянную досочку, где вырезаны какие-то изображения, орнамент, надписи, буквы в конце концов. И это также может служить основой для того, чтобы получить гравюру. Ну а теперь я хотел бы на каждой из этих видов остановиться чуть подробнее. Давайте мы сейчас с вами поговорим о литографии. Литография – это разновидность печатной графики, основанная, в отличие от гравюры, на технике плоской печати, при которой типографская краска под давлением переносится с плоской печатной формы на бумагу. В основе литографии лежит физико-химический процесс, подразумевающий получение оттиска с поверхности специального литографского камня, который благодаря соответствующей обработке приобретает свойство на отдельных участках принимать специальную краску, а на других отталкивать. Литографский камень подготавливают шлифованием водой с песком, добиваясь либо совершенно гладкой поверхности, либо фактурной, с корешком. Рисуют на камне специальным литографским карандашом и тушью, используя самые разные технические приемы – заливку, штриховку, процарапывание. Технику литографии случайно изобрел немецкий актер-любитель Алоис Зенефельдер в Богемии в 1796 году, то есть не так уж и задолго до рождения Даре. Зенефельдер по рассеянности записал счет из прачечной на известняковом камне, и он отпечатался, также случайно, на влажной ткани. Зенефельдер понял, что запись можно тиражировать. Литография быстро приобрела популярность. Так, я не хочу зачитывать весь этот длинный текст, я, наверное, его добавлю в видеоряд на монтаже. В принципе, что своими словами я бы хотел сказать по поводу литографии. Во-первых, данный способ создания гравюр впоследствии, да, самого печатного оттиска, с помощью литографии является достаточно прогрессивным методом и способом. Это как если бы сейчас придумали лазерные принтеры или какие-то типографские станки, которые печатают быстро. На совершенно гладком камне, отполированном, отшлифованном, ты просто брал и рисовал как по бумаге, не прикладывая для этого никаких специальных усилий. Все, что нужно было сделать, это специально подготовить поверхность камня, рисовать специальным карандашом и потом специальным образом обработать поверхность. По самому литографскому камню можно рисовать свободно, да, свободными движениями, как по листу бумаги, не требуя каких-то особых усилий, какой-то специальной техники и именно к самому процессу рисования. Специальные техники присутствуют, само собой, но здесь открыта свобода движения для художника, и он может это делать так же, как делалось, в общем-то, на любой другой гладкой поверхности, в виде бумаги, имею в виду. И один и тот же камень, имеющий значительную толщину, многократно можно перешлифовывать и использовать для новых рисунков.
При шлифовании камней, положенных один на другой, образуется характерная фактура, которую можно варьировать в зависимости от консистенции шлифовальной смеси. То есть изначально, да, тогда сама по себе фактура камня может быть либо абсолютно гладкая, либо с какой-то фактурой. Называется фактура, это корешок. И в итоге это все отпечатывается на листе бумаги. И можно получить какой-то такой характерный художественный эффект. Литография обрела актуальность в связи с романтическими течениями в искусстве и задачами просветительской деятельности в первой трети XIX века. Мерцающие тени, вспышки света, динамичность штриха, глубина бархатисто-матового тона оказались созвучными романтическим представлением о красоте формы. Во-первых, литография, я уже сказал, как более легкий способ создания гравюры, как возможность многократного тиражирования, возможность перешлифовки камня, и это стало удачным дополнением того, что ждали типографии, того, что ждали печатные издания, издательства, потому что это позволяло быстро создавать, это позволяло рисовать и тиражировать эти самые изображения многократно. Кстати, стоит сказать уже здесь сразу насчет и литографии, и любого из видов гравюр, что афорта, что ксилографии, что не сама доска, что называется доской, да, либо вот камень, либо металлическая досточка, либо деревянная досточка. Не сама доска является подлинным произведением искусства, а именно отпечатанный оттиск. Каждый оттиск нумеруется и подписывается автором, и он считается оригиналом наравне с любым другим количеством отпечатанных экземпляров. Единственное, что такое количество отпечатанных оттисков гравюр нумеруется, то есть указывается тираж, сколько будет их снято. Понятное дело, что с камня можно снять большее количество, чем, предположим, с деревянного основания. И также мы сейчас перейдем к афорту, и там тоже будет понятно, что разный вид металла также позволяет сделать разное количество копий. Просто литография сама по себе, она, я уже сказал, дает свободу художнику и возможность создания быстрого количества и большого количества копий. Я, честно, несколько запутался, правильно ли я объяснил вообще, вот, да, как выглядит сама по себе гравюра на камне. То есть это в любом случае достаточно длительный процесс. То есть можно вот просто взять и нарисовать сразу рисунок, но он будет в единственном экземпляре. Можно этот же рисунок создать на литографском камне, специальным образом его протравить, прокатать типографской краской, положить под пресс, снимать одну гравюру, помыть, снова закатать краской вторую гравюру, третью, пятую, десятую, 20-ю, 100-ю. После того, как будет снято все необходимое количество гравюр, скипидаром либо бензином можно смыть полностью весь камень, шлифануть его заново и по этому же камню создать новую гравюру. Давайте перейдем теперь к афорту. Афорт в переводе с французского «эуфорте» – это азотная кислота или буквально крепкая вода. Устаревшее название «аквафорт» – разновидность печатной графики, гравюры на металле, основанной на технологии глубокой печати. Вот тут давайте мы сразу уже остановимся в этом подробнее, и я бы хотел сейчас вот в двух словах свое видение передать, как не профессионала, не то, как написано здесь в статье, а вот обычного человека, как выглядит сама вот эта доска металлическая, то есть подготовленная основа для того, чтобы потом сделать гравюру. Берется лист металла, предположим, это медь, но это может быть цинк, это может быть сталь, железо может быть, да? Вот. Чем сталь от железа отличается? Ладно, предположим, что это медная пластина. Мы берем медь, покрываем специальным защитным лаком, выцарапываем на поверхности рисунок, тот, который нам нужен. То есть мы снимаем слой защитного лака и добираемся до металла. Травим в кислоте, либо в любом другом веществе, которое разъедает металл.
до необходимой глубины, смываем слой лака, получаем поверхность, которая фактурная, то есть на гладкой поверхности появились углубления, которые выедены кислотой. Затем мы также закатываем типографской краской, излишки убираем салфеткой, убираем бумагой, тампоном. Краска остается только в углублениях. Влажный лист бумаги помещаем под пресс, прокатываем. За счет давления, за счет пресса, за счет того, что бумага влажная, она вытягивает краску из углублений. Вот это называется глубокая печать. То есть краска попадает в углубление. И мы оттуда вытаскиваем эту краску, и она в точности, но в зеркальном виде, как и на любой другой гравюре, попадает на бумагу. Читаю статью, здесь будет чуть подробнее. Позволяет получать оттиски с печатных форм, досок в процессе работы по созданию изображения, на которых производится травление поверхности печатной формы кислотами. Афорт известен с начала XVI века, то есть с 1500-х годов. Для изготовления печатной формы полированную металлическую пластину из цинка, железа или меди покрывают с помощью валика или тампона тонким слоем кислотоупорного лака. После затвердевания лака поверхность пластины коптят, чтобы на темном фоне лучше были видны процарапанные штрихи и линии. После этого на доску переводят с помощью кальки под давлением на печатном станке подготовительный рисунок. Ну, это такая промежуточная стадия, на самом деле не обязательно с помощью кальки переводить рисунок. То есть этот рисунок может художник сразу наносить непосредственно на саму металлическую доску. То есть у него может быть некая какая-то заготовка, набросок, и он может использовать эту самую досточку, закатанную лаком и закопченную, да, вот до черноты такой матовой, он может уже использовать как лист бумаги, но только в негативе, да, вот черно-белый, бело-черный в данном случае, и на нем сразу работать. Просто, я так понимаю, для удобства пользования рисунок с помощью кальки в точности переносился на поверхность, а затем по этим линиям просто обрисовывалась, обводилась сам рисунок, добираясь до металла. После этого художник, пользуясь специальной афортной иглой, процарапывает грунт до поверхности металла. Линии и штрихи оригинального рисунка хорошо видны на фоне темного лака. Далее пластину погружают в ванну с кислотой. При травлении штрихи углубляются. Защищенные лаком участки печатной формы травлению не подлежат. Последовательно закрывая лаком протравленные места и продолжая травление в других, можно варьировать глубину штриха и, соответственно, силу тона на полученном оттиске. То есть речь идет о том, что эта картинка, вот эта металлическая пластина, она не двухмерная, она многослойная. То есть вы, как художник, нанесли орнамент, процарапали и протравили его один раз. Достали пластину, те участки металла, которые вы считаете протравились на достаточную глубину, вы замазали лаком. Те, которые нужно еще травить, опустили дальше. То есть в итоге будет разная глубина, куда попадет краска. Там, естественно, где глубина больше, попадет краски больше, оттуда вытащится больше краски, тот участок будет темнее. Тот участок, который находится ближе к поверхности, протравлен слабо, он даст полутон. То есть, а совсем не протравленные будут белые. В углубленные штрихи, затем покровной лак смывают бензином или скипидаром. В углубленные штрихи печатной формы втирают черную типографскую краску. Выступающие части доски тщательно вытирают тампоном так, чтобы случайно не нарушить черные штрихи. Те места формы, которые должны быть самыми светлыми, дополнительно протирают тальком. Затем печатную форму накрывают специально подготовленным, слегка увлажненным листом толстой афортной бумаги и прокатывают на афортном печатном станке. Под давлением влажная бумага вытягивает краску из углубленных штрихов, и рисунок в зеркальном виде точнейшим образом переходит на бумагу. Процесс можно повторять многократно, поскольку металлическая форма, в особенности железная, медь мягче, может выдерживать значительные тиражи. Художник-график обычно совмещает работу рисовальщика, гравера и печатника.
Это даже если есть профессиональный мастер печати. Почему? Потому что он имеет возможность, делая пробные оттиски, повторять отдельные стадии процесса, добавлять или снимать штрихи с помощью специальной гладилки, усиливать их, повторяя травление вновь и вновь, перекрывая печатную форму лаком. Как и во всех иных разновидностях печатной графики, во форте оригиналом считается не печатная форма, а каждый оттиск тиража, хотя все они могут различаться по качеству, но они также запечатлевают отдельные и неповторимые стадии работы художника. Вот, в принципе, то, о чем я говорил вам, но таким более профессиональным языком. Да, более сложная работа с первоначальным рисунком, но это дает возможность воссоздать этот рисунок в большом количестве копий, что, конечно же, в первую очередь необходимо для того, чтобы можно было данную картинку тиражировать, для того, чтобы можно было создать целый ряд подобных изображений, особенно когда речь идет не о том, чтобы эту картину повесить на стене, где единичный экземпляр ценится намного больше, а когда это нужно поместить в книгу и выпустить 1000 экземпляров, или может быть 10 тысяч в виде какого-то тиража. Ну и давайте перейдем с вами к ксилографии. Ксилография – разновидность графического искусства, способ гравирования под дерево, а также оттиск на бумаге с деревянной печатной формы – эстамп. Художник или мастер-рисовальщик, переводящий рисунок на деревянную доску, наносит контуры и штрихи тушью, а затем формшнайдер, это человек, который обрезает ножом, или специальным резаком, мессерштихелем, или специальными стамесками, каждый штрих с обеих сторон на глубину 2,8 мм. То есть происходит аналогичный процесс, где на металле во форте вытравливается с помощью кислоты металл, а здесь художник, который с помощью резцов металлических вырезает часть дерева для того, чтобы углубиться в поверхность, а те части, которые должны быть самыми светлыми, оставить на поверхности. То есть как бы они должны выступать над поверхностью. И углубление делается на толщину 2-8 мм, в зависимости, опять же, от той краски, которая должна попасть в глубину, и того эффекта, который художник хотел получить в итоге. В промежутках дерево выбирали долотом. При такой трудоемкой технике использовали доски продольного распила. Отсюда и название «продольная гравюра». На такой доске штрих легче всего резать вдоль волокон. В поперечном направлении появляются сколы, отсюда своеобразный угловатый характер рисунка старых ксилографий, в котором сразу узнается обрезная гравюра. Дерево использовали мягких пород, грушу, липу. После резьбы доску закатывали краской и переносили оттиск на бумагу. То есть, в принципе, процесс далее переноса на бумагу был аналогичный, как и в ксилографии, и в афорте, и несколько отличался, конечно, от литографии. Вот больше похоже, конечно, на афорт. Также наносится типографская краска, также увлажненная бумага ложится сверху, также прокатывается через станок, снимается оттиск, и этот процесс можно повторять многократно, пока не будет испорчена гравюра. И если она начнет портиться частично местами, не гравюра, а доска сама, если она начнет портиться местами, то можно подправить, то есть если что-то там раскаталось, размягчилось, можно всегда резцом подправить, если следует увеличить тираж, не делая новую гравюру. Ну и, конечно, данный метод также позволял снять одну гравюру, посмотреть на оригинал, понимать, что ты хочешь добавить, что подправить, какие места углубить, какие осветлить, и данный процесс как-то улучшить, тем самым добившись того эффекта, который художник считает необходимым в какой-то конкретной гравюре в работе. В 1770-х годах английский рисовальщик и гравер Томас Бьюик изобрел способ гравирования на поперечном срезе ствола твердых пород дерева. То есть, если раньше я читал о том, что был использован только продольный спил, и, соответственно, гравюра легко резалась вдоль волокон, а впоперек волокна рвались, и отсюда и линии были достаточно прямолинейными, то есть нельзя было какую-то сделать такую вот волну, плавный переход, поперечный срез, сложно с этим было. Поэтому все гравюры имели какой-то такой вот линейный направленный характер вдоль больше волокон.
то с изобретением вот этой вот доски, которая делалась с поперечного среза, ее собирали из разных блоков, склеивали. Это уже были твердые породы. Да, резать было сложнее, но это позволяло резать в любом направлении волокон. То есть, если мы говорим о каком-то современном материале, то это чем-то похоже на МДФ. Хотя я не думаю, что МДФ сейчас используют по-настоящему для гравюр, особенно когда речь идет о тираже большом, потому что МДФ мягкий материал, и он не выдержит такого большого количества тиража, как, например, торцевая доска, собранная из дуба. Но это позволяло как раз уже создать более сложные формы. То есть художнику это развязывало руки, и его гравюры становились более интересные и замысловатые. Широкие возможности в передаче тональных нюансов сделали ее подходящей для репродукционных задач – воспроизведения в тиражных изданиях живописных оригиналов. Отсюда третье название торцевой гравюры – репродукционная. Тоновая гравюра стала незаменимой формой репродукции, хотя и черно-белой. Вот такого рода было не то чтобы прям предназначение торцевой гравюры, но ввиду легкости работы с ней в разных направлениях, она приобрела такую особенность, что ее стали называть репродукционной гравюрой, в том смысле, что с ее помощью можно было повторять картины, ранее написанные известных художников, но только в черно-белом исполнении. Это, пожалуй, вот все, что я бы хотел сказать на первом уроке. Я, как мне показалось, достаточно ясно и четко определил, как они у нас будут проходить, в каком формате, что на один урок будет рассматриваться одна карта. Попытался показать вам не только биографию самого Гюстава Дере, может быть, осветить какие-то необычные стороны его личности, несколько, может быть, закулисные. Сложно с этим было, потому что информации не так много, я уже жаловался на это вам. И раскрыть также не только его подлинный талант и трудолюбие самого художника, но и показать, что вот каждая из этих маленьких карточек несет за собой кропотливый и тяжелый труд талантливого человека. Если же мы говорим о том, какой образ скрыт, то здесь намного больше, чем просто работа Гюстава Дере, потому что он брал эту информацию, хоть это его фантазия, но брал он ее, вдохновляясь книгами, написанными ранее, событиями, которые происходили за несколько веков, либо, может быть, даже десятки веков до его рождения, если речь идет, например, о библейских событиях. И, конечно, они несут намного больше ценной информации. То есть здесь такая, как бы двойное прочтение, что ли, да, вот с одной стороны это и Дере, который вот воссоздал эти гравюры, понимаем теперь, насколько это сложно все создается. Да, эти работы можно тиражировать, с одной стороны, но с другой это особенная техника, когда ты работаешь с разными материалами, когда ты не просто рисуешь на поверхности бумаги, когда ты работаешь с металлом, либо с деревом, либо на камне, и только потом получаешь нужный тебе оттиск. Ты работаешь в черно-белом исполнении. И это тоже своеобразная задача, как передать настроение, как передать цвет, в конце концов. Да? Цвет тоже можно передать черно-белым исполнением, потому что все мы знаем с вами, что облака, они либо белые, либо они какие-то темно-серые, либо, может быть, местами даже зеленые, какие-то грозовые облака, наполненные водой. И это также можно сделать с помощью черно-белой графики, что и пытался сделать Гюстав Дере. Цвет зелени, запах цветов, свет фонаря, все эти вещи художник попытался передать в черно-белом исполнении, и, мне кажется, смог это сделать великолепно и непревзойденно. Да, эта колода несколько необычна, как для таролога, который хочет ее использовать ежедневно или как минимум на регулярной основе. Она лишена тех ярких образов и визуального восприятия, как классические колоды, как колода Брайдера-Уэйта, но в этом ее необычность, в этом ее, если хотите, эпатаж. Но для этого надо в нее несколько углубиться, надо понимать предысторию и характер каждой карты, что в ней может быть. Ну что ж, засим
позвольте откланяться. Спасибо всем, кто меня слушал, будет слушать в будущем. Надеюсь, что я смогу осилить полностью всю эту колоду. Судьба, Господь Бог и все обстоятельства будут ко мне благосклонны, ибо то, что касается с моей стороны, то я намерен закончить все эти 78 карт в виде вот таких подробных видеороликов, и хочется мне забежать немножко в будущее и посмотреть на тот самый плейлист, который будет состоять из полной этой колоды. Да, кстати, еще несколько слов. Хотел сказать, что я не буду делить эту колоду по стихиям в обозримом будущем, либо по отдельно старшим арканам, младшим арканам. Она будет поделена по книгам и по сюжетам из этих книг. То есть отдельно будут рассматриваться все арканы, взятые из Библии, отдельно будут взяты из Божественной комедии, отдельно из Потерянного рая, отдельно из Кыркандюа и Пентагрель и так далее. То есть все будет происходить вот таким вот образом поэтапно. И могу анонсировать, что следующие ближайшие уроки будут посвящены как раз библейским сюжетам, как наиболее близким мне, с которыми я знаком с детства. Ну, сейчас я, конечно, возобновлю эту информацию и, конечно, накидаю и себе побольше контекста, и который смогу потом передать вам. Ну, а дальше поэтапно будем уже продвигаться по остальным произведениям, раскрывая полнее тот или иной смысл карты. Всем спасибо, до свидания.